1941 года. Немецкие войска начали генеральный штурм Ленинграда. Положение города как никогда критическое. Все советские корабли и форты открыли огонь, не считаясь с расходом боеприпасов. Среди канонады выделяется гром выстрелов орудий главного калибра линкоров «Марат» и «Октябрьская революция». Снаряды весом полтонны накрывали позиции противника в радиусе до 30 километров. Не менее тяжелая ситуация складывалась и в Крыму. Враг стремился захватить главную базу Черноморского флота – Севастополь. Здесь на защиту города встал линкор «Парижская коммуна». Зимой 41-го черноморцы не пустили врага в Севастополь. Линейный корабль являлся самым мощным типом артиллерийских судов первой половины XX века. Наличие линкоров на вооружении военно-морского флота той или иной державы говорило о ее военной и экономической мощи. Советский Союз накануне Второй мировой войны обладал 3 линкорами. Это были Октябрьская революция и «Марат» на Балтике и Парижская коммуна на Черном море. Эти корабли символизировали боевую мощь нашего флота. Однако в Великую Отечественную линкорам не пришлось проявить себя в морских сражениях. На Балтике корабли были заперты минными полями в Финском заливе. На Черном море Германия и ее союзник Румыния использовали только легкие суда, подводные лодки и авиацию. Линкоры, созданные для морских баталий, казалось бы, не оправдали своего предназначения. Но все же они сыграли свою роль в борьбе с германским нашествием. Мощная артиллерия этих кораблей наносила ощутимый урон немецким сухопутным силам и помогла не впустить врага сначала в Ленинград, а затем надолго задержала его в ходе героической осады Севастополя. Линейный корабль типа «Севастополь». Водоизмещение – 23 300 тонн. Скорость – 24 узла. Автономность плавания – 3000 миль. Экипаж – 1220 человек. Артиллерийское вооружение – 12 орудий калибра 305 мм в 4 башнях и 16 орудий калибра 120 мм. Линкор – сокращение от словосочетания «линейный корабль». Так в России в 1907 году в память о парусных линейных кораблях XIX века назвали новый тип судов. Линкоры начали строить, исходя из опыта русско-японской войны 1904 года. Новые корабли должны были обладать мощным артиллерийским вооружением, высокой скоростью хода и повышенной боевой живучестью за счет сильного бронирования. К тому времени подобные корабли уже начала строить Великобритания. Первый из них получил название «Дредноут», и это имя стало нарицательным для всех линкоров. 16 июня 2011 года в торжественной обстановке был спущен на воду «Севастополь», первый российский линкор, головной корабль из 4 балтийских дредноутов. Через 3 года, когда уже бушевал пожар Первой мировой войны, линкоры «Севастополь», «Полтава», «Петропавловск» и «Гангут» были приняты на вооружение. Парадокс, но новые корабли за всю войну не выпустили ни одного снаряда по противнику. Их боевая деятельность свелась к прикрытию своих эсминцев при постановке минных заграждений. 2 года линкоры простояли в базах Гельсингфорса и Кронштадта. Бездеятельность пагубно сказалась на дисциплине матросов. Среди них начали распространяться революционные настроения. В октябре 17-го матросы Балтики стали главной ударной силой большевиков в свержении Временного правительства. В ходе гражданской войны линкоры дважды побывали в бою. В июне 19 года Петропавловск несколько дней обстреливал мятежный форт «Красная Горка», а в марте 21-го оказавшиеся в центре антибольшевистского кронштадтского мятежа Петропавловск и Севастополь вели дуэль с береговыми батареями. После подавления восстания линкоры переименовали. Севастополь получил имя «Парижская коммуна», Петропавловск – «Марат», а линкор «Гангут» стал называться «Октябрьская революция». В 20-х годах советская власть активно взялась за восстановление военного флота страны. Ремонтировались корабли, готовились новые командирские кадры. Регулярно проводились морские маневры. В 1929 году линкор «Парижская коммуна» был передислоцирован на Черное море. В течение 30-х годов все линкоры прошли глубокую модернизацию.
усилили бронирование, увеличили дальность и скорострельность орудий главного калибра, установили новые приборы управления стрельбой. Корабли оснастили современной зенитной артиллерией. Внешние линкоры значительно изменились. В носовой части была увеличена высота надводного борта. Переднюю надстройку оснастили многочисленными площадками боевых постов. Дымовой трубе придали характерный изгиб, чтобы не задымлялись мостики. Линкоры получили авиационное вооружение. На Парижской коммуне разместили катапульту фирмы «Хейнкель», с которой взлетал гидросамолет КР-1. Правда, потом от катапульты отказались. После проведенной модернизации экипаж Парижской коммуны вырос до 1730 человек. Это привело к ухудшению условий обитаемости. В некоторых кубриках на одного матроса приходилось меньше квадратного метра. К началу Великой Отечественной Красный флот представлял собой внушительную силу. Поэтому, планируя нападение на СССР, германское командование не стало задействовать свои военно-морские силы. Акцент был сделан на захвате морских баз сухопутными войсками. На нейтрализацию флота противник направил авиацию, торпедные катера и подводные лодки. В Финском заливе были выставлены мощные минные заграждения. По-разному сложились боевые судьбы линкоров в годы Великой Отечественной. Самое трагичное выпало на долю «Марата». 9 сентября 1941 года этот линкор открыл огонь по наступающим на Ленинград немецким войскам. В эти дни Кронштадт подвергался ежедневным массированным налетам авиации противника. И главной их целью были советские линейные корабли. Утром 23 сентября во время отражения 13-го по счету налета в носовую часть корабля попали 2 1000-килограммовые бомбы. Взрывы почти полностью перебили корпус линкора, разрушили и сбросили с корабля первую башню и фок-мачту с носовой надстройкой. Погибло 326 человек, в том числе и командир. Корабль сел на грунт. Но почти через месяц орудия «Марата» вновь открыли стрельбу. Линкор воскрес в виде плавучего форта. Его артиллерия успешно использовалась вплоть до снятия блокады Ленинграда. Так же, как и «Марат», линкор «Октябрьская революция» 19 сентября 1941 года подвергся ударам авиации противника, но успешно их отразил. В ходе последующих налетов в результате попаданий 500-килограммовых бомб вышла из строя вторая башня и была повреждена третья. Линкор «Октябрьская революция» продолжал вести огонь главным калибром. Было уничтожено несколько батарей, разгромлен батальон пехоты противника и несколько бронетанковых и автомобильных колонн. В конце октября 1941-го линкор перешел из Кронштадта в Ленинград и стал к стенке Балтийского завода для ремонта. Артиллерия корабля вошла в систему обороны города. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные личным составом мужество и отвагу 22 июля 1944 года линкор «Октябрьская революция» был награжден орденом Красного Знамени. Не менее тяжелая ситуация складывалась осенью 1941-го на Черном море. Была оставлена Одесса, враг ворвался в Крым. Началась осада Севастополя. Парижская коммуна и другие корабли покинули главную базу и направились в Поти. Первая боевая операция была проведена линкором «Парижская коммуна» в конце ноября 1941-го. В связи с обострением обстановки под Севастополем корабль прибыл в район мыса Фиолент и выпустил по скоплениям войск противника 146 снарядов главного калибра. Через месяц линкор с рейда Севастопольской бухты в течение 14 часов вел огонь по позициям врага в Бельбекской долине. В результате обстрела была подавлена открывшая огонь по кораблю батарея противника. В течение зимы линкор не раз ходил по побережью Крыма, где наносил артиллерийские удары. Несмотря на отсутствие боевых повреждений, корабль нуждался в серьезном ремонте. Ресурс его орудий оказался полностью выработанным. Линкор «Парижская коммуна» встал на ремонт и больше не принимал участия в боевых операциях. Руководство страны посчитало, что политические последствия от гибели корабля в условиях господства над морем германской авиации были бы слишком тяжелы. В 1943 году линкору «Парижская коммуна»
было возвращено его историческое имя Севастополь. Через год Красная Армия освободила Крымский полуостров. Но только после очистки фарватеров от мин флот вернулся в Севастополь. Это историческое событие произошло 5 ноября 1944 года. В своей книге «Курсом к победе» адмирал флота Кузнецов вспоминал: «Наконец пришел долгожданный день и час. Линкор «Севастополь», крейсеры, эсминцы заняли свои места в строю и под флагом командующего флотом взяли курс на Севастополь. Над кораблями шли истребители, на этот раз, конечно, свои. Они несли почетную вахту эскорта. 21 залпом из 100 орудий эскадра возвестила о своем возвращении в главную военно-морскую базу Черноморского флота. Незабываемые часы».